Всем привет! У Renault российская сторона забирает 68% акций АвтоВАЗа. Эта доля достанется институту НАМИ. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. По словам Мантурова, речь якобы не идет о национализации. Но это будет сделка за рубль. Группа Renault передает свою долю АвтоВАЗа, а это 68% акций концерна, Российскому институту НАМИ, занимающимся разработками в области автомобилестроения. Renault из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции АвтоВАЗа, а также передать акции своего завода Renault Россия правительству Москвы как субъекту. А что касается АвтоВАЗа, то скорее всего это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если Renault примет решение вернуться, заявил министр. По словам Дениса Мантурова, Renault еще сможет вернуться в Россию. Да, уходят, но с опционом на 5 или 6 лет, срок, в течение которого они могут принять решение по выкупу акций обратно. А если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости. Никаких подарков здесь не будет, сказал Мантуров. Какие автомобили будут выпускаться на предприятии Renault в Москве, Денис Мантуров не уточнил. Он лишь сказал, что там будут делать другие автомобили. Покупать или тем более национализировать что-то не входит в наши планы. Но если у компании нет сегодня возможности обеспечить поставку компонентов, мы не можем бесконечно находиться в ожидании. Мы будем вынуждены найти альтернативу. Это будет касаться всех автопроизводителей, которые будут тянуть с решением, пояснил Мантуров. Также появилась информация, что АвтоВАЗу придется остановить производство Lada Vesta как минимум до осени. После майских праздников в простое окажутся все конвейеры автогиганта. Другие модели, кроме Весты, начнут выпускаться в июле, и то в ограниченных объемах. Также стоит обсудить еще одну ужасную новость. В России проблему дефицита автозапчастей решают с помощью угонов. Количество угонов уже выросло на 20%. Также растет количество краж отдельных дорогостоящих компонентов. В частности, чаще стали воровать катализаторы, которые затем продают за 30-50 тысяч рублей. В автомобилях премиум-класса снимают фары, зеркала и навесное оборудование. Увеличению угонов также способствует повышение цен на автомобили и уменьшение предложения. Поскольку в ближайшее время улучшения ситуации с поставками автомобилей и запчастей на российский рынок не предвидится, можно ожидать еще большего роста таких преступлений. Ну и обещанная шутка юмора. Сказали, сахар, овощи, автомобили все дешевеют и дешевеют. Где дешевеют? В телевизоре. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Что будет с АвтоВАЗом дальше? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, давайте вместе придумывать повод для улыбки.